Раз, два, три, 4, 5, 6 метров длина фургона, а внутри целых 7 спальных мест. Этот прицеп мы заказали осенью. Я лично попросил именно эту планировку, потому что здесь отдельная душевая. В большинстве прицепов линейки Altea там вот та самая эрго-бас, когда все вместе совмещено, 3 в одном, а вот здесь все по-человечески, все очень хорошо. И, как мне показалось, хорошие варианты трансформации и возможность заказать зимнюю комплектацию, то есть теплый электрический пол и обогрев всего прицепа от 220 вольт дополнительно к основному газовому оборудованию, друзья. Сегодня в обзоре прицеп Adria Altea 552 ПК, 2021 год выпуска. Поехали! В передней части багажное отделение, ну, я бы так называл бы его техническое отделение, потому что здесь мы видим газовые баллоны, запасное колесо и пространство для какого-то дополнительного груза. Может быть, это будет цистерна с водой, может быть, генератор, что-то такое, что внутрь тащить как-то не хочется. Этот отсек проветривается, потому что газ. Газовый редуктор стоит обычный, без краш-сенсора, поэтому, ну, если захотите пользоваться холодильником, допустим, чтобы он у вас работал в движении, ну, а скорее, наверное, отоплением, нужно будет поставить газовый редуктор с краш-сенсором. Закрываем. Прицепное устройство Алка оборудовано системой торможения, то есть прицеп, несмотря на свой, ну, такой приличный вес, ведет себя довольно предсказуемо. Пробовал я его буксировать с завода местами. В принципе, нормальный прицеп. Не похоже, что он прям такой здоровенный по ощущениям. Но, во всяком случае, мне так показалось. В передней части будет лючок багажного отделения. Туда можно складывать какой-нибудь инвентарь спортивный большой, ну, чтобы не тащить его через салон. Сюда мы заправляем 50 литров чистой воды, небольшой запас. Ну, если захотите, можно сделать побольше. Хотя я, честно говоря, немножко против всего этого. Подключение к 220 вольт. Окно гостиной и 3 окна для каждого спального места в детской комнате, так мы ее назовем. Посмотреть ее нам лучше будет, конечно, изнутри. Пойдемте. Ну что ж, входная дверь с ведерком, как я говорил в одном из роликов, скорее всего, не под мусор. Мне кажется, сюда нужно укладывать тапочки, потому что здесь их поставить особо некуда, а здесь их достали, разулись возле прицепа и пошли внутрь, уже не натаскивая туда грязь. Секция одна открывается, другая остается на месте. Не совсем понимаю, зачем это нужно, но вот так бывает, строят. Не нашел здесь антимоскитной сетки, но ничего страшного, можно докупить. По-моему, у нас всегда в наличии есть такие висюльки, знаете, пушистые веревки, которые также защищают от пролета насекомых. Ну что ж, пойдемте уже внутрь. Добро пожаловать в гостиную, но давайте начнем все-таки с передней части. Это родительская спальня, так ее будем называть. Она отделяется на штору, то есть полностью можно закрыться и, ну, там чем-то заниматься, чтобы остальные не видели. Здесь я не стал ничего распаковывать, потому что, ну, все-таки прицеп надо будет продавать. Подушки эти, немного забегу вперед, они понадобятся для того, чтобы оборудовать здесь спальное место. Они вот так вот будут здесь укладываться на специальные площадки. Но давайте здесь сначала посмотрим. Значит, поднимается одна половинка от этой кровати. Сюда можно грузить и доставать какие-то большие вещи.
закрываем обратно. Кровать имеет также настраиваемый подголовник, друзья. То есть можно приподнять его и почитать книжку в удобном для себя положении. Вот набор подушек вот такой. Окошко, пожалуйста, антимоскитные сетки, шторы, очень много шкафов, подвесные ящики, они такие, знаете, очень просторные, здесь поместится много вещей. Ну вот, родители, они же тоже, да, хотят одеваться, не только дети с собой берут кучу всякой одежды. Также у родителей здесь эксклюзивно располагается кронштейн для телевизора, друзья, вот прямо вот здесь. То есть задернули шторку, детей уложили спать и включили какую-нибудь киношку. Здесь несколько кнопок управления, свет, антенна и также клавиша включения теплого пола. Напоминаю, друзья, теплый электрический пол здесь есть. Все, значит, с этой спальней мы закончили и перемещаемся с вами в среднюю часть. Здесь нас ждет гостиная с кучей трансформаций и кухонный модуль. Необычно большой стол, друзья, честно говоря, вот метр даже с чем-то. Это говорит о том, что здесь будет большое спальное место, больше, чем обычно я встречаю в таких прицепах. Еще интересная фишка, которую я чуть раньше вам сказал. Здесь делается большая кровать, то есть расширяется площадь и получается полноценная двухспалка. Вот. Если не нужно, убираем это днем. И здесь мы получаем вот такие ящики. То есть обычно в прицепах нам приходится поднимать подушку, поднимать деревяшку, и только тогда у нас появляется доступ к этому багажному отделению. Здесь все сделано проще и функциональнее. С этой стороны тоже. Значит, здесь у нас дальше в рундуке находится бак с водой объемом 45 литров, а с этой стороны бойлер обогрева горячей воды. В принципе, все. И здесь тоже с этой стороны ящик с удобным доступом для личных вещей. Adria активно, даже, мне кажется, слишком активно взаимодействует с IKEA. И здесь вот такой борд, я не знаю, как это правильно называется. В общем, сюда можно вставлять все вот эти аксессуары из известного шведского магазина. Тут вот в комплекте идут разные зажимы, то есть сделали фотографию красивую и сюда ее поставили. Карандаши, может быть, что-то, ну, может быть, из детских игрушек, из мелких сюда можно вставлять. Я так понял, что огромное множество всяких штуковин сюда можно будет прикреплять в эти отверстия. Так, значит, все, я вам объяснил, что стол складывается, делается большая двуспальная кровать. В принципе, про гостиную все. Если только еще я вам не сказал про встроенную Bluetooth-колонку. Можно подключаться к ней через Bluetooth или через провод AUX. И тогда вы сможете с телефона воспроизводить музыку, которая будет вот литься из двух уже предустановленных динамиков. Вот здесь вот мы видим. Ну, заодно вам покажу подвесные ящики. Видите, скрытая фурнитура. Снаружи ничего нету, а внутри большое пространство для лишних вещей. Это штуковина у нас для кухни. Мы ее ставим, ну, на самом деле ставить можете куда захотите, но обычно, когда мы моем посуду, мы ее ставим вот сюда. То есть помыли посуду, выставили, она здесь сохнет. Ну, давайте уже тогда поговорим о кухне. Кухня уже давно нас не удивляет. Тот же самый модуль, на котором написано Adria, а на самом деле это Dometic. В общем, пожалуйста, готовим на 3 комфорках, зажигаем с помощью пьезоподжига. В ящике раскладываем посуду, столовые принадлежности, что-то полегче, какие-то крупы, может быть, можно вот сюда поставить подвесные ящики, тоже довольно-таки глубокие. Здесь вот такая штуковина, тоже, по-моему, из IKEA. Пожалуйста, можно сюда поставить какие-то, не, я думаю, не специи, может быть, губку для мытья посуды, может быть, средство для мытья. То есть туда, куда вам нужно, эту полочку устанавливаем. Мойка, здесь должна быть крышка где-то спрятана, наверное, в одном из ящиков, друзья. И кухню у нас заканчивает большой холодильник. Я же напомню, у нас 7 человек здесь должно разместиться. Отдельная морозильная камера. Тедфорд работает от газа и от 220 вольт, и от 12. Во время движения можно сделать так, чтобы работал от 12 вольт. Вот эту нишу, я так полагаю, хотели сконструировать с целью установки сюда
микроволновой печки. И здесь есть розетка 220. Поэтому ничего сложного. Интегрировать сюда микроволновку, я думаю, в этом ничего нету. Так, все. Просто снимается эта фиговина, ну, крышка я имею в виду, и ставится ваша любимая микроволновая печь. Холодильником закончили. В принципе, все, друзья. Вот такая гостиная группа. И дальше у нас, судя по всему, начинается спальная зона для детей. Она, кстати, вот таким интересным образом отгораживается. Смотрите, раз. И все, дети здесь играют. Как они это будут делать, ну, уже не особо важно. В общем, одной занавеской отгораживается детская от гостиной, а другой занавеской просто закрывается спальная зона, друзья. И тут тоже есть интересные такие штуковины, всякие карманы. Вот, сюда дети могут складывать свои карандаши, втыкать, складывать мелкие игрушки. Ну, в общем, так вот в Адре интересно придумали. Ну, неплохо, я считаю. Значит, верхняя кровать с ограничением 70, вторая тоже 70, нижняя, соответственно, без ограничений. И интересная опция, друзья, вот такие пуфики. Наверное, детям будет интересно поиграть здесь в шахматы, научить их в шахматы играть. И вот эти пуфики пригодятся. Наверное, они здесь как-то смогут с ними расположиться. А может быть, на улице будут сидеть в палатке. Итак, вот такая, друзья, детская комната оборудуется. Достаточно убрать среднюю полку, и мы получаем отдельное пространство для детей. Здесь у них есть фонарики, USB-розетки, полки для игрушек. И они тут могут какое-то время, даже задернув шторку, как-то повеселиться тут, что-нибудь поиграть в свои какие-то тихие игры. Ну, не знаю, чем вы заставите их заниматься. В общем, вот такой интересный прицеп. Гардероб имеет вот такую форму. То есть вешаем сюда одежду. Спросите, что за труба? Это отопление, выхлоп печки. Печка внизу находится. То есть сюда можно вещи складывать какие-то, вот как на полку, а сюда вешать верхнюю одежду. Внизу у нас логично располагается отопитель Трума. Пришли зимой с горки, повесили мокрую одежду. Она здесь очень быстро высохла, потому что здесь самое теплое место. Напомню, что отопление не только газовое от баллонов, но и электрическое. То есть в кемпинге включаем от электричества отопитель, включаем теплый пол, и вам очень хорошо, тепло и комфортно. Итак, а у нас остается туалетный модуль. То, что я очень хотел увидеть в этой модификации прицепа. Душевая закрывается на шторку. Пожалуйста, моем. Свой отдельный смеситель. Все на месте. Даже есть полотенцесушитель, друзья. Вот ради этого, собственно, я и хотел, чтобы такой прицеп появился у нас в продаже. А напротив душевой у нас умывальная зона. Пожалуйста, складываем сюда полотенца, умывальные принадлежности, щетки, пасты. Раковина откидывается. Если нужна, можно поднять ее. Если нужно воспользоваться туалетом, то он здесь в наличии с электросмывом и с индикацией наполнения Тедфорд. Удобно и комфортно. Пожалуйста, даже бумагодержатель к вашим услугам. Окошко матовое, но все равно можно его открыть и, допустим, закрыть на антимоскитную сетку и проветривать здесь. Или затемнеть. Ну что ж, друзья, мы сегодня познакомились с большим 7-местным прицепом Adria Altea 552 ПК. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях. Если есть желание приехать посмотреть, пожалуйста, Москва, проспект Мира, 150. Прицеп, надеюсь, к вашему приезду еще будет на площадке. Меня зовут Александр Епифанцев. Спасибо, что заглянули на канал «Яхта на колесах». До новых встреч. Пока.